Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиола. Сегодня я хочу попробовать поиграть на двух сборках. Одна сборка звучит так: либо я буду играть на убийцах через синергию Киры, либо же будут охотники. Но тут еще появилась третья сборка, как я вижу. Эта сборочка называется Мехи, Гоблины плюс Керри Цветка. На самом деле можно было бы попробовать ее собрать, если, конечно же, получится, и все звезды на небе сойдутся. Как-то так. Если не сойдутся, то ну что делать? Ничего не делать. Потому что, не получится это сделать. Ну, короче, сейчас будем смотреть, как будет идти, и будем, соответственно, ориентироваться в целом на всю ситуацию, что будет по игре. Так, мне, в принципе, пока так приходит, и я, в принципе, не отказываюсь. Лучше возьму так пока что. Мана плюс 40, это, конечно, хорошо со старта. Или же лучше... Не, мана плюс 40 возьму. Мана плюс 40 мне больше нравится, чем Блинк. По магам здесь, такое, в принципе. На самом деле, можно было бы еще через шаманов сыграть. Но я посмотрю, как она будет идти, и от этого уже буду отталкиваться. Если получится на шаманах сыграть, то можно было бы, на самом деле, и на шаманах сыграть. Ну, посмотрим. Пока загадывать не хочу наперед, потому что я, как обычно, сейчас загадаю наперед, а оно не будет приходить от слова совсем. Надо еще будет смотреть то, что... О, Тинкер в двойку. Ну да, ну да. Ну да. Боги. Джаггер. Не, ну Джаггер сильный. Можно было бы, знаете, боги плюс орки собрать. И Керри шаманку сделать. По идее. По идее, можно было бы сделать так. На самом деле, кстати, Мирану уж подняли. Она теперь в этом патче намного сильнее, чем была. И это, на самом деле, не может не радовать. Блин, ну а чё? Боги, 2 штука. Вот этого возьму. Возьму талисман уклонения 25%. Почему бы и нет? Блин, 2 бога пришло. На самом деле не особо хочется. Хотя если Лина со старта пришла, то в принципе я могу одну сборку показать довольно-таки интересную. И показать, как она работает на хайранге. Это игра через волшебников, плюс 9 магов и суммоны там ЛД и тому подобное. Не, ну я это возьму, в принципе. Почему нет? Сразу в двойку со старта, лишним явно не будет. Опять уклонение на 25%. Ну, особо я не хочу уклонение 25%. Блин, а теперь я в замешательстве, что я хочу. Как бы Марс в двойку, это, конечно, хорошо. Но он не настолько сильный, как хотелось бы. Хотя, сейчас посмотрим еще немножечко, как будут идти мои орки, если что. Потому что, в принципе, хотелось бы на орка сыграть. Вот орки плюс боги, я давно хотел такую сборку. Минус в том, что здесь нет легендарки пятерки у орка, которая суммонит и станет одновременно. Ну, короче. Сейчас разберемся. Марс в двойку, конечно, без богов овердола кастует все. Но, на самом деле, нормально так он впитывает, я смотрю. Тут просто еще непонятно, кто другие, что будет собирать. Другим, на самом деле, как-то поярче поприходило. 2 ЦМки. Ну, скорее всего, у меня есть такое подозрение, что, скорее всего, это будут у нас убийцы. Либо же это будет через волшебников, магия. 9 штук. Через разора. Ну, то есть, все как надо. ЦМки даже 2 штучки пришли. Если, в принципе, я продал бы кучу всего, то я бы, наверное, 10 монет уже вышел. Хотя, на самом деле, я особо не хочу сейчас этого делать. Ну, сейчас посмотрим. Чувака уже гоблины-то почти собрались. Еще в замешательстве, что хочу. Не, ну двойка Тинкер, это, конечно, сильно. Так, ты, может, уже начнешь? Молодец. А то там Тинкер уже заряженный с ракетами. Панда чуваку упала. Хочется еще видос записать, это кунг-фу через синергию Киры. Это будет очень сильно, и Кири, естественно, на Марсе будет. Чтобы просто показать вам развал этого всего. Не, ну тут чувак с двойкой персонажем, поэтому тут как бы нет смысла. Я его даже не затащу никаким образом. Он быстрее откиснет сейчас. Ну, последняя плюшка и все. Обидно. Ну, что поделать. Обидно, так обидно. Ну, я убийц скипну. Так вот поставлю. И я поменяю немножко так сделаю. Мне так больше нравится.
Есть впечатление, что так намного сильнее будет. Хотя и убийцы пришли, можно было бы и на убийцах катнуть. Так, ну тут гоблины мехи собрались, сейчас чувак, наверное, нереально винстрики будет катить. О, классные двойки, кстати, чуваку пришли. Не, ну орки плюс боги, ну в принципе, можно было бы, почему нет? Орки плюс боги неплохо стакаются, плюс и гиду керри сделать, она прям вообще разваливать будет. Но в зависимости от того, как мне орки сначала будут идти. Плюс я эгиду закерить могу. Плюс я не то, что буду саму эгиду керить, я буду керить сумоны. Это будет очень сильно, если буду керить сумоны. Ай-яй-яй. Опять проиграю. Я надеюсь, что сейчас в ближайшее время все решится. Потому что как-то такое себе. У чувака тоже Марс двойку. 7 монет, ну мы можем... О-о-о. Не, ну ТБ со старта это, конечно, сильно. На 7-м раунде, чтобы он пришел, это очень сильно. Я бы на самом деле, наверное, купил бы его. И пока оставил чисто. Потому что орки что-то как-то не хотят идти особо. Орки особо что-то не идут. Так, кстати, я цветку уберу, она уже не пришла. Поэтому от нее толку 0. 7-й раунд, у меня 9 монет, это очень плохо. Если я сейчас проиграю, то я, скорее всего, проиграю, кстати. То мне сейчас придется скипать. Да. Ладно, цемку скипну, она не такая полезная будет. 10 монет на 7-й раунд. Ну, в принципе, если все хорошо пойдет, то к 10-му раунду у меня будет неплохо. Если все хорошо пойдет. Если не хорошо, то такое. Ой, ну вроде бы да, а вроде бы нет. Я, наверное, немного богов поставлю. Все-таки 2 бога, это быстрее будет кассить, быстрее этот будет бить. Шансов на то, что я буду выигрывать, намного выше становится. Блин, ну попробовать, не попробовать от этих орков. Ай, ладно, попробуем, короче. Продаю я это бэшек, вот этих вот всех, цм-ку продаю. Будем пробовать сейчас через орков играть, плюс богов. Жалко, здесь Зевса нету, никого такого, поэтому придется через жреца реализовывать все. И, скорее всего, придется мне сейчас выставиться на лустрик. Потому что без лустрика я, скорее всего, ничего сделать не смогу нормально. Тут боги-чернокнижники, я так понимаю, хотят собраться, или как? Вот, кстати, минус того, что у тебя есть жрец-бог. Он накинул свою цепочку, поэтому я чувака не смог вынести. Спасибо. Спасибо. Полезный. Чувствуется прям импакт. Пускара есть. Кстати, можно будет Пускара еще поставить сверху вместо эгиды. И сделать ее через то, что она будет с руки бить. Ну вот, чувак сейчас на винстрике, у него гоблины мехи, он сейчас двоих себе кучу наролит, и скорее всего он будет через цвета играть. Будет очень сложно его пробить, что-то с ним сделать. Тут еще 2 чувака играют на гоблина плюс мехах. И минус еще в том, что у меня лустрика нет. Вот это вот прям огромный минус, если честно. Мобов я должен затащить при любых раскладах. Но мне бы хотя бы еще поменьше получать лустрик. Вот намного поменьше, было бы идеально. Там хотя бы 1-2 человека, чтобы оставалось в живых. Но не толпа. О, чел зашел на меня, смотрит. Так, не смотри на меня. Тут непонятно, что он хочет собирать, но скорее всего он воина. Или зверь. Скорее всего будут здесь звери, он перестроится в зверей. Так, у меня есть уже 4 орка. И я на самом деле хочу 4 орка поставить, потому что 400 хп намного будет приятнее. Так, ну в принципе, это мы видим, это мы сделали. Окей, так, сейчас немножечко расстановочку надо сделать. Вот такую какую-то расстановку, как по мне. Я на самом деле лучше бы сделал вот так. Или, не вот так вот как-то. И, короче, ребят, огромное спасибо, что откликнулись на мою просьбу. И осталось совершенно немного, 30 человек до 1000 подписчиков. Если бы я, наверное, так не призывал Яра, то, скорее всего, бы и мало было подписок. Но
30 человек осталось. Поэтому, ребята, оставьте свой лайк, комментарий. А кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь. Мне очень хотелось бы достичь этой ачивки в 1000 подписчиков. А еще у нас есть телеграм-канал, в котором я пишу по поводу стримов, видосов, информации по игре и обновлениях в целом. И плюс у нас там есть чат комьюнити. Поэтому присоединяйтесь к нам, ссылочка будет закреплена в комментариях. И всем добро пожаловать. Так, вернулись к игре. Будем сейчас смотреть, что к чему. Снова. Но пока что я здесь, скорее всего, вижу одних зверей и 2 цветок. Цветки, конечно, ну, еще 50 на 50. Там непонятно. Есть СФчик, кстати. Не, ну СФчик ты мне уже тоже не нужен. Прости, конечно, дорогой сладкий, но не нужен ты мне. У меня 40 монет на 11 раунде. Это, в принципе, неплохо. Можно было бы ледяной доспех кинуть. Тоже было бы, в принципе, неплохо. Я скипну. О, а вот это хороший предмет. Я бы даже сказал, шикарный предмет. Этот предмет мне нравится. Знаете? О, кунг-фу. Боже. Не, ну кунг-фу моих орков просто разорвут. Я даже не знаю, что против него сделать. Единственное, что я могу сделать, это шаманов выставить. Хотя и шаманов он тоже порвет. Несмотря ни на что, шаманов он будет рвать просто как ту грелку. Очень плохо. Да. Гриттер пришел. Ха. Можно сейчас перестроиться в Гриттере, просто накостлять здесь половину народу. Вот реально можно перестроиться в Гриттере, накостлять половину народа. И будет очень сильно. Тут алхим, но тут, скорее всего, реально цветы будут. Гриттер. Хочется или не хочется? Не, ну Гриттер поздно пришел, поэтому, скорее всего, нет, я не буду перестраиваться. Оставлю все как есть, продам вот этого орка. Он не особо импактный. Единственное, что я смогу перестроиться, скорее всего, это в шаманов. И я, наверное, так и буду делать. Перестроюсь в шаманов. Вдруг чего. У меня, кстати, 76 хп, это уже не айс. Хотя 50 монет. Мне сейчас нужно будет уровень максимально быстро брать. Надеюсь, Эгидка хотя бы в двойку придет, чтобы я мог, ну, немножечко себя как-то подсейвить. С Эгидой в двойку я буду себя чувствовать намного приятнее. Да и в целом, если бы у меня фигуры в двойку были, я бы намного приятнее себя чувствую, потому что по минус 5 я уже получаю. О, Эгидка. Наныл. И знаете, вот 400 хп... О, кстати, 6 рыцарей чувак собрал. Я не знаю, чем они там таким вот юзаются в Корее, но как-то смутно смотрится. Вот. Ладно, я уклонение скипну, я ж не думаю, ну я не думаю, что кто-то перестроится сейчас резко там в какие-то другие билды. Так, 400 хп или 30% КД. Я, наверное, 400 хп все-таки оставлю, потому что моя фигура будет дольше жить. И тем самым я буду больше наносить урона. Поэтому я, скорее всего, пока что оставлю так. Я на самом деле в Эгиду верю в тройку. Просто у нее много минусов у Эгиды в тройку. Она может просто-напросто не попадать своими способностями, и это кринжует. В плане не попадать, а она будет кастовать, допустим, в чувака, и он в это время сдохнет. И, ну, просто этот скилл пойдет никуда. Это самый кринжовый момент, если честно. Так, богов немножечко уже поставил, хорошо. Это, конечно, хорошо. Нужен 8-й. В принципе, на самом деле нужен 9 уровень, я бы тогда, скорее всего, почти всю свою синергию выставил. Но чем быстрее возьму уровень и быстрее выставлю орков, тем будет лучше для меня. Мне нужен жрец-орк. Обязательно он нужен. Это будет мой 5-й орк и шаман-орк. Шаманы мне особо не идут, как мы видим. Хотя, на самом деле, если просто в один прекрасный момент они придут, я 100% сменю свою сборочку. Хотел выпать, хотел, чтобы у меня дискорд, конечно, упал. Но дискорд не упал, поэтому обидно, печально, но да ладно. Было да прошло. Джаггер бы в двойку со старта, тоже было бы очень приятно. Но кунг-фу я никак ничего с ними не сделаю, с этими кунг-фу. Не знаю, как я буду перебивать кунг-фу, только, не знаю, с помощью каких-то там, не знаю... Сейчас, конечно, его вынес, но только чувак пойдет фуловым кунг-фу, то я не знаю, что буду делать с ним. Вот именно, когда у него будет фуловое кунг-фу.
Так, ну Марс мне не нужно. Марс мне не нужен. Можно было бы еще 6 воинов поставить. Хотя, наверное, это прям в притирку. Убрать вот этого орка, например. Поставить еще 2 орка, это будет 5. А, не получается 6 воинов никак. Ну ладно. Нет так нет. Больно-то и хотелось. Так, ну тут я, в принципе, как раз кнопку не... Ну, блин, какой же он огромный, этот чувак. Куча двоек. У меня просто все единицы. Просто посмотрите его стол и мой стол. Тут, скорее всего, хочет чувак собрать ведьмаков. Тут кунг-фу будет. Но чувак на кунг-фу, скорее всего, сейчас просто камбэкнется в один прекрасный момент, и все. И игра пойдет в него как по маслу, несмотря на то, что у него там мало хп. Более чем уверен, что он, ну, камбэкнет. Намного быстрее, чем я думаю. Да, тут собирается один чувак через цвет играть. Гоблины цвета он будет играть 100%. Ну, то, по крайней мере, что я вижу. Вау. Мне бы хотелось лустрик немножко поставить. Вот прям хотелось бы. Есть мать насекомая. Ладно, эти все предметы мне не нужны. О, этот предмет хороший. Блин, надо поставить лустрик, убрать немножко и так сделать. Я все равно особо не выиграю, тут очень сильные билды, поэтому, скорее всего, да, я так и сделаю сейчас. Я ставлю вот такой вот билд. В принципе, я мало чего потерял, по идее. Ладно, это тебе вот так вот ставлю. Хотелось бы броню, конечно, скипнуть. 300 хп мне как-то поярче смотрится, чем броня. Ладно, пока так. Если я прям почувствую, что я очень-очень-очень сильный, то я перестроюсь обратно. Просто я не верю в свою силу, в свою мощь. Да, я вот сейчас проиграю ТБшки. Ну. Еще один чувак, который сейчас и будет играть через ТБ. Да, минус 7, конечно, получить это много. Так, отлично, апгрейд есть. Апгрейд есть. Ладно, я скипну броню, там не будет такого вот... О, хорошо, что я скипну броню. Отлично, я бы даже сказал, что я скипну броню. Ну, ТБ есть ТБ. Полурыцари, конечно, есть еще. Но я так смутно отношусь к фулл-рыцарю. Можно было бы, знаете, еще как? Перестроиться в один прекрасный момент в жрецов. Но из-за того, что здесь мало богов таких, и нет жреца пятерки, мне будет очень тяжело играть. Только если у меня вот этот жрец в тройку соберется. Это единственный момент, когда я смог бы выиграть. Ваш Мастер Грет онлайн. О, снова подсказочки сейчас будут топовые, как на ТБ. Если что, я рофлю. Ах, фулл рыцарь меня вынес. Ай-яй-яй. Минус 7. Пока пойдет минус 7. Пока пойдет минус 7. Не идеально, конечно, но пока пойдет. Так, на 2 клетки сюда, на 2 клетки сюда. В принципе, окей. Мне бы в двойку пару фигур. Вот я, наверное, сейчас на 8 уровне сначала себе фигуру в двойку найду. А вот это, а потом от этого я буду уже отталкиваться. Сначала фигуры в двоечку, а потом все остальное. Кстати, я как-то так сделаю расстановку, потому что жрецы, они же все равно кидают там по радиусу. Чпуньк. Чпуньк. Хорош. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Еще одного хотя бы. Чпуньк. Хорошо. Сколько я получу сейчас минус? Минус 5. Ладно. Так, надо... Апгрейд есть один. Ну, тяжело, тяжело. Очень тяжело пока. У меня-то двойки есть ок. Но толку, знаете, от них не особо большой. Не знаю, как-то так расстановку может получиться сделать. Мне бы Джаггер в двойку пришел. Вот я сейчас на 8 уровне немножко поролюсь, потому что мне нужен Джаггер в двойку.
ББ, как обычно. Гоблины мехи там собираются. Ну там чувак на гоблинах мехах нормально тут катает. Кстати, жалко, мне реально предмет на отхил не пришел. Я вот сейчас только думаю, вот предмет 3-го тира на отхил было бы тоже очень сильно. Меня все равно гидка не выживает, особо никого не убивает. Мало получаю. Ой, я скорее всего сейчас еще и выиграю. На самом деле это не очень хорошо. Не очень хорошо для меня. На воинах играет чилик. Вот такое. Не знаю, как по мне играть на воинах, это лютая ошибка. Стяжка есть. Так, 4 орка. Вот, кстати, сейчас 4 орка поставлю. Я думаю, будет сильнее, чем было. А, это 8 человек я играю, поэтому это было бы сильнее, конечно. Можно богов поставить будет уже скоро. Ой, я на чатик открыл. Так, фуловые гоблины через алхимика. Скорее всего, здесь будет керри алхимик. Ждут цветку, будут выставлять цвет, по-любому. Один из вариантов, который я могу сделать, это выставить фуловых жрецов. Это реально один из вариантов, который я могу сделать. Кристалл маны. На самом деле лучше бы не упал не кристалл маны, а вот это вот арканцы еще мне. Было бы намного приятнее. О, лундруид. Конечно, классно, что Гранд Геральт там приходит, вот эти вот ребята приходят. Очень классно. Ну, просто насколько же это слабо. Ладно, еще на лустрике сыграю. Так, зеркало, посох жертвы. На самом деле хотелось бы зеркало взять. Хотя я скипну, может что-то получше. Ну, броня. Так, получше пришло. Угу. Да. КП, Блинк, Дискорд. На самом деле лучше здесь ничего нету. Это плохо. Смешно и грустно. Так, кого я не хочу видеть вот в своем... Ну ладно, я этого же... Ладно, этого жреца скипнул. Хотя на самом деле я сейчас так подумал, а можно же этого жреца закирить вместо эгиды. Хотя эгида намного будет импактнее, намного больше у нее будет всего. Кстати, меня рыцари выносят. Жестко. Получается, рыцарь не такой уж и плохой. Получается, 6 рыцарей могут. Боже, какой тугой апгрейд у меня идет. Тут просто обратите внимание, пускай. Боже, очень тугой апгрейд. Очень тугой. Есть 4 банки, но толку от этих 4 банок. У меня реально очень тугой апгрейд идет. Зато яйцо пришло. Да. Давно у меня так туго игра не шла. Вот очень туго идет. На самом деле орков никто не собирает, а по итогу у меня очень туго игра идет. Очень туго. Меня даже рыцарь выносит. В чем смех. О, понял. Принял. Осознал. Если я не начну резко как-то исправлять свою ситуацию, то все будет очень грустно у меня. Чувак себе в тройку гоблина собрал. Неплохо, неплохо. О, резак. 2 секунды, когда его резака. Нормально так Гранд Геральт распилил. О, наконец-то усиление, боже. Так, теперь можно теперь поиграть. Теперь можно поиграть. Теперь мы убираем, ставим нормально всех ребят, как надо.
И надо уровень теперь брать. На самом деле, можно даже не уровень, я думаю, сейчас богов немножко убрать. Ай-яй-яй. Мне нужен все равно еще один челик. Яйцо я 100% на гиду оставляю. Как бы безоговорочно. Так. Да, мне нужен уровень. Мне нужно 2 орков поставить. Я бы мог сейчас поставить и на Джаггере сыграть. И, скорее всего, наверное, сейчас таки сделаю. Я сейчас, наверное, все кину Джаггером. И сыграю через Джаггера. Мне кажется, Джаггер намного сильнее будет. Ну, кстати, заметили, я сейчас чувачка на ТБшке вынес. Но у меня просто слабая ТБ. Давай, пока. В Next иди. Наказываем ТБшку. Блин, ну 4600 или Джаггер. Вот что хочется сильнее? Я на самом деле думаю у Джаггера поставить. А, но я все равно не могу ничего сделать. Только если сделать так. Брать богов и сделать так. Но мне кажется, это очень слабо будет без богов. Фича в том, что у меня ж боги. А тут у меня будет овер много хп, конечно. Девять секунд КД, но это как-то много. У меня не будет просто как выносить. О, 6 смехов, 6 этих. Ой-ой-ой-ой, вертолетик в двойку. А вот это вот опасно, просто нереально. Просто думаю, как лучше. Сейчас попробуем, так? Ну вот, он еще пришел ко мне. Боже, все очень грустно у меня. Не, ну вертолет, кстати, запилил. Он Киру, походу, поставил, да? Или мне показалось? Живут. 3200 хп. Перепилил, что ли? Реально перепилил чувака. На самом деле он сделал ошибку. Ему надо было делать шамана. Ну, шаманку, 5. И было бы намного сильнее. Поэтому это ошибка, я считаю. Так, отлично. Да, не, подожди, он не делал этого. А чё так мало хп у него? Так, сейчас 25 раунд мобов. Нужно 10 брать как можно быстрее. Сюда колдовскую шкатулку, чтобы массовый такой был радиус. Чтобы был массовый радиус способности. Пул мехи это, конечно, сильно. Хорошо, что он только что не выиграл. У него Хускар в двойку есть. Обалдеть. Если он соберет Киру и закинет Хускара, тут я проиграл 100%. Тут тоже есть чувак на фул мехах. Но чувак тут правильно собирается. Он собирает себе цвету. Тут красавчик, чел. Хорошо, что вы фул мехов выставили. Халявного ролла не получили. Молодцы, ребята. Так держать. Просто, если ты собираешь фул мехов, то вот эта цветка намного лучше будет. Потому что у тебя баф цвет еще сверху есть. В этом она намного лучше будет. Но, походу, они либо не знают, либо же... Мне неизвестно, что они там думают. Наверное, ну так, сделаю контроль все-таки. Намного лучше будет. Контроль все-таки намного лучше будет. Взгляд АЗС отхил. Отхил, конечно, берем. Конечно, отхил. Так, это скип. Блин, ну хотелось попробовать найти. Ну давай попробуем, найдем что-то. О, все предметы хороши. Я бы на самом деле Некромикон взял. Алое сердце это, конечно, сильно. Но Некромикон был бы сильнее, потому что я хотел бы сыграть через сумоны. Я бы просто его пересумонил. Сильный предмет. Ладно, мне сейчас надо как-то играть, поэтому я беру Алое сердце. Если бы не сейчас, а чуть-чуть позже, то я бы 100% взял не Алое сердце, не Некромикон в моей ситуации. Так, ну вот рыцари, кстати. Вот рыцари. Смотрим без смс и регистрации, что происходит с рыцарем. Угу. Не, ну рыцарь это, конечно, камеди.
Хотя живет. Ничего себе живет. Оп. О, еще, кстати. Сейчас, кстати, проверим благодать России вот этот предмет. Двоечки у меня есть, кстати, поэтому на самом деле можно было бы скипнуть. Автохекс мне больше нравится, нежели этот типочек. Вот и проверим сейчас благодать России. Работает один или два предмета. Но мне кажется, что-то один работает, не два. И этого чувака как-то тут поставлю. Блин, ну не выигрывай. Не давайте ему выигрывать. Если будет он выигрывать, будет огромная проблема. Он и так парочку раз уже выиграл. Но он глупец в том, что он цветку не собирает. Тут он глуп. Ну, либо слишком умен. Я что-то не знаю. У меня есть 4 банки, давайте поюзаем. 51 хп. То есть, сколько? 12 хп восстановил. Так, а здесь фулл воин против меня, окей. Так, отлично, я ему вынес. О, Свена присумонил себе. Не, ну воин это реально какая-то ошибка играть. Понимаете? Воин это, ну, это бред полный, как по мне. Играть на воинах ради чего? Сколько мне надо? 16 монет. Мог бы из инкама выйти, поставить богов, и было бы намного приятнее. Тут, кстати, раз мех, два мех. Круто. Один чувак правильно собирается. Он играет через цветку, потому что у него будет сейчас 3 цветки керри. Тут чувак, ну, неправильно играет. Очень неправильно играет. Фух. Нервишка немножко играет. Не знаю, я выйду из 16. Ну, блин. Выйду из этого. Мне надо по-любому из инкама выйти было бы. 10 уровень, сейчас посмотрим. Так, все посередине с минером в двойку. Сильно. Тут тоже посередине минеры есть. Тут вообще вертолетик. Не, ну я опасаюсь цветки очень сильно. Была бы у меня эгида в тройку, я бы так не сикал. Эгида в тройку нужна. Чтобы вот это вот все выносить, мне эгида в тройку нужна. Без эгиды в тройку, ну... Хотя на самом деле мне нужен будет и этот челик. Было бы очень сильно. Чпуньк. Хорошо. Сейчас бы один из них вылетел, было бы еще лучше. Давайте. О, один вылетел. Хорошо. Так, вот этот плащ сюда. Лига. Он на гоблинах полностью сыграл. Нервишки играют. Нервишки. Так, фулл цвет и фулл мехи выставил. Ага. Сильно. У меня ж магический... Так, подожди, а мне магический... Мне ничего магического не надо. У меня ж есть... То все. На самом деле, можно было бы мана плюс 40 закинуть в него. Чтобы он сразу всем на область накидывал. И, если честно, у меня как-то народ вообще кучно стоит. Вот, без рофлов кучно стоит. И, может быть, чуть подальше Дискорд. Хотя, какой смысл? Все равно я туда не достаю. Надо эгидка в тройку. С эгидой в тройку я буду очень хорошо себя чувствовать. Вот реально буду очень хорошо себя чувствовать. Отлично, отлично. Пока тащу. Могу. 5100 отхилил чистой эгидой. Кстати, благодаря России он сработал. По-моему, работает только на одном персонаже. Ну вот, 2 раза уже юзнул здесь. Так, отлично. Лига я вынес. Боже, и цветка пришла. Я цветку заберу, мне не надо, чтобы ты выигрывал. Чел такой зашел. В смысле? Каким образом ты меня вынес? Каким? Как? Блин. Маска. Отлично, маску я хочу. Маска очень сильный предмет. Для меня так точно. Так, он сейчас выиграл того чувака. Ему пришел Хускар. Он, наверное, сейчас Хускара будет ставить, но... Кстати, для меня это будет немножко проблема. Цветку я, наверное, продам все-таки тогда. Я на самом деле... Сейчас, короче, посмотрим. Но мне кажется, он синергию Киры себе сделает. И если он сделает себе синергию Киры, у меня будет проблема, если не будет никакого там хекса, не будет какого-то безоружия. Он мне просто разнесет все лицо. У него криты есть. А, не криты, нет, у него есть Кираса. Но у него есть Хускар. Он Хускара поставит и, скорее всего, у него будет выносить.
У меня не так много урона, чтобы переживать Хускара. У меня нету даже ничего такого, прям, знаете, вот Радика, чтобы блочить его. Ну, надо подумать, может, как-то по-другому смогу сыграть. Так, у меня есть Хускар. Вертолет есть. У меня может не хватить времени перестроиться, вот в чем прикол. Гидра. Кстати, я реально могу шаманку же взять. А можно вообще полуорков. Ну, да, да, видите, он Хускара поставил. БКБ. Я возьму судебный жезл. Буду намного больше урона накидывать. Безоружие я не могу сделать. Она мне нужна. Единственный еще есть вариант, это пересумонить его. То есть взять вот эту апнуть штучку и пересумонить. Тупую. Давай, ман... А, не могу. Не могу. Да, проблема это вот этот вот хусик. Плюс у него чем... Ну, он, скорее всего, меня вынесет. Он Хускара себе собрал, скорее всего, сейчас будет меня выносить. Сейчас проверим. Но я уверен, что будет выносить. Да, я проиграл. Все. Сейчас Хускар один останется. Ну пусть один Хускар остается. Мне не надо, чтобы у него мехи выживали. Иначе он Хускара себе в тройку соберет, и я ничего сделать не смогу против него. Главное, чтобы все мехи сдохли. А мех один остается. Вертолет. Боже, это плохо. Ой. Все, он сейчас себе Хускара в тройку собирает, и до свидания. Ладно. У меня, в принципе, не совсем плохие предметы. Попробуем. Вы знаете? А, я все равно не смогу даже жрецов выставить и что-то с ним сделать. Хотя, если этот придет в троечку... Хватит ли мне хп? Да, в принципе, должно хватить. Блин, что я сделал? Плохо. Ну, сейчас я буду проигрывать. Вот серьезно, что я буду проигрывать в тупую и все. Чисто из-за того, что Хускара. И еще он сейчас будет себе Хускара в тройку гнать. Вот это вот вообще проблема для меня будет огромная. Да. Да, я ничего не сделаю с ним. Только пересумонить. Вертолет выживает, это очень плохо. Опять шаманка пришла. Я даже сделать ничего не могу реально. Только жрецов выставить. Если получится. Да, я попробую сейчас жрецов все-таки собрать. У меня в тройку Хускар сейчас будет скоро. Сейчас надо поменять местами будет. Он собирает золотые яйца себе, чтобы купить их. Мне надо, чтобы сдох этот вот вертолет. Очень надо. Мне надо, чтобы у него просто все вымерли мехи. Вот надо и все. Буду сумонить. Пытаться. Буду жрецами пытаться переиграть его. Если получится, если успеет. Ну, он опять мех выжил. Но мне просто не хватает урона. У него куча... Да, он сейчас собирает себе просто золотые яйца и все. Да, он Хускара себе в тройку соберет. Что сделать не могу.
Зачем ты мне? Ты мне в двойку достаточно будет тебе. Надо в тройку вот эту собирать и перестраиваться реально. Единственный момент. Да, конечно, тема то, что у меня меньше хп и больше всего становится, это, конечно, окей. О, минус тырил. Минус тырить это, конечно, сильно. Ну, кстати, может быть, этот чувак бы помог мне. Ну, я не знаю, мне может и гида в тройку только, наверное, помочь, все. Больше мне никто не поможет. Геральт, конечно, стырил мимо. Главное, чтобы он сейчас не выигрывал и Пускара не собрал. Вот это вот самое главное. Блин, я ничего не могу сделать, видите? Просто он выхиливается и все. Даже гида в тройку мне может не помочь. Я более чем... Но опять выживает один. Один. И мины просто даже не задевают его. Просто в тупую мехи выживают и все. Можно мне, ну, жрец придет мой, который мне нужен? Как-то так. Как-то так. Пускар. Но он может сейчас в троллей перестроиться, кстати. Вот что он и сделает, скорее всего. И будет троллями меня выносить. Но из-за того, что это Хускар, то там забейте. Что бы он сейчас не делал. Да, GG. Вот и все, когда есть в игре Хускара, у меня магический урон, то... Не, но все равно это крутая сборочка. В любом случае, крутая. Несмотря ни на что. Ну, что ж. Повезло, чувак успел. А мне тупо не идет. Ну вот, сколько я уже сролил и где? Вот усиление, спасибо. В любом случае пригодится этот челик. Судебный жезл у меня есть. Скип. МКБ зачем? Да, все. Как-то так, как-то так. Это норма. Реалии таковы. Какой, ну, ладно. Не, ну Хускару на самом деле не особо, знаете, обидно проиграть. Обидно проиграть это немножко по-другому. Ну, не успею тупо. Вообще ничего не успею. Просто не приходил один персонаж и все. Что делать? Ну, ничего не сделать. Сейчас троллей выставит полных. Надо сейчас расстановку будет поменять. Не поможет, конечно, но... Если бы это был чистый урон, я бы его выносил. Да. Вот и все. Спасибо за орка. 4-очку, 5-очку. Не, ну обидно, ну обидно. Но на самом деле проиграть Пускара не особо обидно, потому что мой билд, я показал, что он работает, а ему просто повезло то, что у него есть мехи. Вот и все. Как-то так. Плюс 17. Спасибо, в копилочку положил. Но
Очень поздно мне пришла гида. По шмоткам более-менее хорошо, на самом деле. Это классные шмотки, вообще безоговорочно. Может быть, если бы нашел какой-то радик, но он бы мне не помог. Хускар есть Хускар, к сожалению. Да, 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 да. Ну что ж. Было красиво, поэтому, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, комментарии, а также подписываться на мои каналы. Ссылки находятся в описании. Всем удачи.